Приветствую вас, итак приступим. Давайте заглянем за кулисы очень важного действия, от которого зависит жизнь в той или иной степени всех без исключения граждан любой страны мира, а именно такого процесса, как выборы. Нужен самый жесткий контроль за расходованием бюджетных средств. А любителей так называемых откатов и распилов нужно бить не просто по рукам, по морде нужно бить, да так, чтобы желания не было больше ни у кого открывать рот, развивать рот на народные деньги. Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост 3 и более раз? Я отношусь к этому отрицательно. Остаться на третий срок. У меня не было соблазна остаться на третий срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию. И отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Кстати говоря, ничего необычного здесь нет. Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. Вы убийца? Нет. 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 Сегодня мы увидим, как делаются выборы в России, где власть в стране узурпирована преступной группировкой Путина, которую они в результате естественных процессов ни за что и никому не отдадут. Для этого и придуманы все схемы, о которых мы узнаем, чтобы ни при каких условиях не выпустить из рук бразды правления, а с ним и все ресурсы России, которые они присвоили. Ведь вся свора, которая пожирает как саранча в библейских масштабах нашу страну, не успокоится, пока не обгладает ее до пустого каркаса. Все рассказанное здесь – это не вымысел, а суровая и отвратительная правда сегодняшних реалий, заложниками которых все мы являемся. Как происходит циничный подлог и коварный обман, связанный с выборами, мы увидим в этом фильме. Не может жизнь по нашей воле течь, мы, может, статься лучшего хотим, но ход событий не предвосхитим. Гамлет, принц датский Уильяма Шекспира. Итак, путинский воровской общак. Контроль за финансовыми потоками парламентской кампании – один из факторов, который обеспечивает гарантированную победу партии власти на любых выборах. The New Times провел собственное расследование, которое показало, что, судя по всему, все партии от «Единой России» до якобы оппозиционных и «Яблока» были поставлены в зависимость от черной кассы, то есть путинского общака.
Также «Таймс» раскрывает особенности финансирования выборов по-кремлевски. Так называемая «черная касса» – главная особенность парламентских кампаний образца 2007 года, который не претерпел особых изменений и сегодня. Осуществляется полный контроль со стороны администрации Путина над финансами, о чем утверждают с десяток опрошенных New Times экспертов, непосредственных участников процесса. По их словам, теперь ни одна партия не может самостоятельно, без согласования с Кремлем, привлекать спонсоров для финансирования предвыборной кампании, а следовательно стать независимой политической силой, избранной свободным волеизъявлением граждан. И ни один бизнес не может финансировать партии без указаний Кремля. «Приходите позже», — говорили, разводя руками коммерсанты, не получившие одобрения Кремля, представителям некоторых партий, в то время, когда партия уже в разгар кампании обнаруживала, что на ее счетах одни нули, нечем оплачивать избирательную кампанию и платить зарплату работникам штабов. Без вариантов: или плати, или пожалеешь. Правила этой игры следующие: либо бизнесы назначаются администрацией Путина спонсорами конкретных партий, либо коммерсанты обязуются заносить деньги в общак, которым распоряжается Путин. Уполномоченный от него, в свою очередь, дает указания перечислять партиям средства или, напротив, не дает таких указаний, то есть финансово душит. Все зависит от каждого конкретного случая. Особенность сегодняшнего общака в том, что он существует не только во время выборов. Как он используется, знает всего несколько лиц в государстве, говорит на анонимных условиях бывший высокопоставленный правительственный чиновник. Формируется он просто. В администрацию президента регулярно заносят деньги крупнейшие компании, при этом заносят наличными. Почему наличными? Как объяснили ряд опрошенных банкиров, наличные позволяют не вести никакой бухгалтерской отчетности. Таким образом, деньги, которые администрация Путина получает от крупных компаний в качестве дани, нигде не учитываются, с них не надо платить налоги, их просто не существует. О размерах общака даже не пытайтесь узнать, советует New Times один из лидеров партий, участвовавший в выборах. Этого никто не знает, кроме пары-тройки людей, и под страхом смерти никто никогда не скажет. Известно лишь, что общак насчитывает не какие-то там сотни миллионов долларов, а гораздо большие, неучтенные суммы денег российских налогоплательщиков. Все в стране присвоено Путиным, и банки тоже. Как сообщили сразу несколько источников в партийных и банковских кругах, кремлевский общак уже около 7 лет якобы хранится в хранилищах одного из крупнейших государственных финансовых учреждений России, Внешэкономбанка. По всей видимости, этот банк был выбран не случайно. Историческая справка. ВЭБ РФ – Российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики. Полное наименование – Государственная корпорация развития. Функционирует на основании специального федерального закона о Государственной корпорации развития. В группу ВЭБ РФ сегодня входит Роснано, Фонд Сколково, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, Фонд развития промышленности, Фонд содействия инновациям и другие институты развития. Возвращаемся. New Times обратился за консультацией к бывшему главе Центробанка Виктору Геращенко, который сообщил, что еще в 1992 году, согласно постановлению Верховного Совета, ВЭБ перестал быть обычным государственным банком и стал своего рода агентством по возвращению государственного долга СССР. У Внешэкономбанка нет лицензии ЦБ на банковскую деятельность, она ему и не нужна, поскольку никаких коммерческих операций он не проводит, говорит бывший глава Банка России. В связи с отсутствием лицензии это единственный российский банк, который Центробанк не проверяет, потому что нет полномочий. В июне 2007 года ВЭБ стал госкорпорацией после того, как Владимир Путин подписал федеральный закон о создании Банка развития. С этого момента, согласно закону о госкорпорациях, ВЭБ напрямую подчиняется только Путину. Во время прошлых кампаний нам позволяли или не позволяли что-либо делать, говорит один из лидеров партии, не преодолевший 5% барьер. Сейчас они взяли под свой контроль абсолютно все и в первую очередь финансы. Еще в июле-августе 2007 года, когда утверждались предвыборные бюджеты, партии столкнулись с необходимостью решать все свои финансовые вопросы через администрацию Путина. Речь шла не о простом согласовании бюджетов. Решать предлагалось следующим образом. В июле нас попросили представить бюджет избирательной кампании и список спонсоров, от которых мы рассчитываем эти деньги получить, рассказывает политик. Далее администрация Путина брала работу на себя.
Все суммы от наших спонсоров наличными заносились сначала на Старую площадь, либо по ее указанию сразу во Внешэкономбанк или Сбербанк. Администрацию интересовали только крупные взносы. Мелкие до 10 миллионов долларов позволялось бизнесменам проводить самостоятельно, в обход, но только по личному согласованию в Кремле. Далее, по ранее согласованному графику, например, раз в 2 недели осуществлялись выплаты. Партиям выделяли деньги уже непосредственно из администрации. Так происходило со всеми партиями, которые могли претендовать на крупные бюджеты. За избирательную кассу якобы отвечали глава президентской администрации Сергей Собянин и его заместитель Владислав Сурков. Собянин, утверждают осведомленные источники, вхожие в администрацию президента, решал скорее стратегические вопросы. По информации New Times, именно он определял объемы бюджетов для всех партий, участвующих в избирательной кампании. Сурков осуществлял скорее тактическое управление, с ним согласовывались графики платежей и решались рабочие вопросы. Кто конкретно отвечал за кассу во Внешэкономбанке, часть источников называть просто побоялись. Другие, если и называли, то самого главу веба Владимира Дмитриева. Контактным лицом в Сбербанке, отвечавшим за размещение кассы, являлся, как утверждает, зампред правления Александр Говорунов. За оперативную связь с банками в администрации Путина якобы отвечал начальник управления президента по внутренней политике Олег Говорун, в приемной которого в интервью New Times отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако назывался и ряд других фамилий. Выбор обоих банков не случайен и связан со службой Путина в КГБ. По информации бывшего высокопоставленного сотрудника ЦБ, бывший глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев также служил в КГБ СССР, а теперь время от времени сопровождает президента в его зарубежных командировках. Александр Говорунов до начала 2000-х годов работал в УФСБ по Ленинградской области, откуда по инициативе Владимира Путина был переведен на службу в Московский Сбербанк. Спортивные сумки Путина, набитые налом. Спортивный образ жизни – отличительная черта Владимира Путина. Потому наличные сотни миллионов долларов, как правило, сначала складывались в спортивные сумки. В одну такую сумку легко помещалась сумма в рублях, эквивалентная 1 миллиону долларов. Для удобства использовались купюры по 5000 рублей, которые были отпечатаны в середине 2007 года. Дальше эти супердорогие спортивные сумки оказывались либо в инкассаторских машинах, либо даже в обычных автомобилях с сопровождением. Соответствующий звонок из компетентного ведомства обеспечил и безопасный проезд этих машин по улицам Москвы и открытие дверей банков. На ФСБшном жаргоне это называется операцией по связи. Когда кому-то надо передать что-то так, чтобы не быть зафиксированным ни одной камерой, говорит подполковник ФСБ в отставке. Такими навыками обладает любой посвященный выпускник в погонах. В каждом банке есть специальный вход, через который деньги могут заноситься и выноситься незаметно. В охране банка, тем более государственной, есть специально прикомандированные сотрудники в погонах. Контактное лицо в банке, отвечающее за хранение общака, просто с ним связывается и все. Деньги заносят или выносят, ничего особенного придумывать не надо. Учитывая невероятные объемы общака, банковские ячейки не используются. В большинстве крупных банков на сегодняшний день есть специальные сейфы, шкафы и даже целые комнаты, все по желанию клиента, говорит Виктор Геращенко. Не верь, не бойся, не проси. Как оказалось, даже полное соблюдение всех требований Кремля не гарантирует отсутствие проблем с финансированием кампании. Например, избирательный бюджет СПС еще в июле 2007 года, утвержденный Политсоветом партии и согласованный с Кремлем, составлял 150 миллионов долларов. Соответственно, необходимая сумма была занесена в черную кассу. Однако, по информации источников руководства СПС, правым не удалось получить ни копейки из этих 150 миллионов долларов. Когда на наших счетах не оказалось первой из оговоренных по конкретным суммам и датам транша, мы обратились к Суркову. Тот говорит своим ребятам, команду уже дал, но Серега пока задерживает. Так нас кормили обещаниями несколько недель, а потом уже в октябре сказали, что денег не будет, рассказывал связной от СПС. Партии пустышки тоже на балансе. Больше повезло партиям-спойлерам, цель которых была оттянуть голоса у правых.
Гражданской силе Михаила Борщевского и Демократической партии России Андрея Богданова. По информации New Times, 100% их избирательных бюджетов было профинансировано из путинского общака. ДПР Андрея Богданова получила около 40 миллионов долларов. Судя по всему, именно из-за этих денег партия устраивала в сентябре 2007 года выездной съезд не где-нибудь, а в Брюсселе. Причем для участников Европейского собрания, включая журналистов, всего более 120 человек, ДПР оплатила места в 2 самолетах по маршруту Москва-Брюссель-Москва и 2-недельное проживание в 4-звездочном отеле «Хилтон». Журналисты New Times также получили приглашение поехать на съезд ДПР в Брюсселе за счет партии. Профессиональная этика не позволила воспользоваться этим любезным приглашением. Андрей Богданов, лидер ДПР, в интервью New Times назвал информацию о финансировании из администрации Путина сказками. На наш избирательный счет поступило 24-25 миллионов рублей. Вы можете это посмотреть на сайте ЦИК, сказал Богданов. На вопрос, от кого они поступили, Богданов заметно затруднился с ответом и просто отказался от дальнейшего разговора. К сведению, 2 декабря ДПР набрала на выборах 0,1% голосов. На гражданскую силу Михаила Борщевского администрация Путина также не скупилась. Учитывая результат партии 2 декабря 1,1%, бюджет партии должен был быть на порядок выше, чем у партии Богданова. Гражданская сила проводила один из самых дорогих съездов и митингов, каждый обходился им в среднем по 25 тысяч долларов. Работники избирательных штабов получали от 6 до 15 тысяч долларов в месяц, сказал в интервью New Times бывший депутат Госдумы Алексей Митрофанов, на этих выборах возглавлявший список «Справедливой России» по Пензенской области. Михаил Борщевский в комментариях New Times отказал, не посчитав нужным объяснить причину отказа. Партия «Яблоко» результат 2 декабря 1,6%. По имеющейся информации получила финансирование также через каналы администрации президента. На ее избирательную кампанию, как утверждают заранее, были внесены средства, выделенные одной крупной нефтяной компанией, а также Новолипецким металлургическим комбинатом, что подтвердил Сергей Митрохин, зампред партии «Яблоко». Без комментариев, сказал New Times Евгений Лукашевич, ответственный за связь с прессой в компании Новолипецкий металлургический комбинат. «Я ничего об этом не знаю», также сказала пресс-секретарь Григория Явлинского Евгения Диллендорф. Зампред партии Сергей Иваненко, который по информации New Times отвечал за финансовые переговоры с администрацией Путина, тоже от комментариев отказался. «Стой на цирлах и, возможно, получишь». «Справедливая Россия» часть бюджетов получила от «Газпрома», как и в остальных случаях, через администрацию Путина. Источники, близкие к партии, говорят, что речь не может идти о сумме меньше 50-100 миллионов долларов, и это только часть бюджета. Контролировать черную кассу – дело, по всей видимости, прибыльное. Выплаты по всем партиям, включая даже свои, шли с опозданием в 2-3 недели. На утро 3 декабря все партии недополучили около 30% заложенных на них сумм, которые никогда уже и не получат, говорит источник, близкий к управлению по внутренней политике администрации Путина. Можете называть это откатом, но только в администрации Путина считают, что вообще все деньги, выделенные партиям, принадлежат им. Загнанные в стойло. Остается еще один вопрос. А могли ли партии, тем более оппозиционные, избежать финансового контроля со стороны Кремля? Как объяснили корреспонденту New Times, в разных партиях финансовая независимость не просто не поощрялась, а была исключена. Любая и каждая партия нарушает закон, поскольку уложиться в оговоренные законом бюджеты никто, ни Единая Россия, ни Яблоко, ни другие по определению не могут. Как бы вы ни стремились быть чистыми и пушистыми, за многие услуги приходится платить налог. В противном случае денег вовсе не получите, а кампанию придется проводить где-нибудь на опушке леса глубоко в тайге, пояснил политик, хорошо разбирающийся в сути избирательных дел. Все наши счета контролировались, поэтому любое появление на них каких-либо денег без предварительного согласования с администрацией Путина означало большие проблемы, говорит один из лидеров партии, не прошедший в Госдуму. Просто завод, концерн или любая другая ослушавшаяся коммерческая организация за подобную дерзость прекратила бы свое существование. Нам позволяли привлекать лишь мелкие деньги, то, что осталось на счетах партии после региональных выборов, или что могли самостоятельно привлечь на местах члены избирательного списка.
Избирается, скажем, бизнесмен по нашему списку в каком-либо регионе. Вот и печатает на свои деньги листовки. Хочешь независимости, приготовься оказаться на нарах. Не хочешь на нары, заноси. Таковы условия. Банк, в котором все хорошо. В 1998 году ВЭБ стал обслуживать российские кредиты странам-членам СНГ. В 2002 году различные государственные проекты. В это же время банк начал работать со средствами пенсионного фонда. Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк был зарегистрирован 8 июня 2007 года. Капитал банка пополнялся за счет стабилизационного фонда. 30 ноября 2007 года ВЭБ сообщил, что вновь созданная госкорпорация получила от Министерства финансов РФ средства в размере 180 миллиардов рублей в качестве имущественного взноса в денежной форме в уставной капитал Банка развития. К сведению, 180 миллиардов рублей – это более 7 миллиардов долларов. В 2006 году Владимир Путин наградил Александра Говорунова орденом Дружбы за особый вклад в развитие банковского дела в России. А на деле за ответственный подход к неучтенному налу, наполняющему воровской общак Путина, с помощью которого в России при этой ОПГ, созданной Путиным, честных выборов нет и не будет никогда, кто бы что ни говорил. Необходимо, чтобы люди поняли простую истину. Страны будут развиваться только в том случае, если ими не будут управлять безумцы, которые сначала узурпируют власть, а потом сходят с ума и превращаются в деспотов, тиранов, наркоманов, убийц и диктаторов. Что и произошло с двумя политическими отщепенцами, напрочь спятившими Путиным и Лукашенко. Для устойчивого развития социума власть должна меняться регулярно, а выборы должны быть конкурентными и прозрачными, и побеждать на них должны сильнейшие, как в спорте. Только в этом случае в репрессиях, преступлениях, убийствах, геноциде, подавлении свобод, пропаганде не будет необходимости, так как представитель государства является лицом сменяемым. Благодарю за внимание, всего вам доброго, поделитесь этим видео, приложите свою руку к улучшению этого мира и спасению себя и будущего поколения от безумства и террора, спятивших болванов, коими являются все эти изгои. До встречи!